Привет, я доктор Берг. В этом видео я хочу поговорить о раке и о том, что я бы ел, если бы он у меня был. Но сначала пройдемся по фактам. Первое. Рак зависит от гликолиза. Это значит, что рак зависит от метаболизма сахара. Он существует за счет сахара, питается им. Раковые клетки поглощают в 10-12 раз больше глюкозы, чем здоровые клетки. Опять же, раковые клетки будут поглощать глюкозу сильнее, чем обычные клетки. Любопытно. Глюкоза увеличивает рост опухолей, поскольку, возможно, потому, что она стимулирует рост инсулина, который является анаболиком, то есть способствует увеличению. Высокий уровень сахара в крови увеличивает риск рака груди. Интересно. Во время ПЭТ или позитронно-эмиссионной томографии вам вводят радиоактивную глюкозу, а раковые клетки буквально накидываются на эту глюкозу, и благодаря этому можно обнаружить, где они находятся. Основываясь на этой информации, как думаете, чего нужно избегать, если у вас рак? Угадаете? Сахара. Конечно. И, по сути, я уже питаюсь так, будто у меня рак. Я расскажу об этом чуть позже, а сейчас я бы хотел упомянуть еще кое-что. Американское онкологическое общество. Его считают законодателем мнений в вопросах рака. Я советую вам зайти на их сайт, изучить то, что они рекомендуют, и делать все наоборот. И вот почему. Они рекомендуют избегать солнца. А где же вам брать витамин D? Витамин D просто незаменим для укрепления иммунитета. Нет, солнце вовсе не проблема. Вот что еще они говорят. Мужчинам не стоит выпивать больше 2 порций алкогольных напитков в день, а женщинам не больше 1. То есть раковому больному можно пить по 2 порции алкоголя в день? Где логика? Нет, вам вообще нельзя пить алкоголь, если у вас рак. Нет подтверждений, что ГМО-еда вредна. Они должны так говорить по политическим причинам, ведь их финансирует Монсанто. Но мы знаем, что ГМО вредны, и они на самом деле вызывают рак. Они советуют 2,5 стакана овощей в день. 2,5? Это вообще ни о чем. Нужно от 7 до 10 стаканов. Они говорят, снизить потребление сахара неплохо, но сахар нужно исключить из-за этого. Рак надо заморить голодом, хотя бы замедлить. А еще преимущество органической еды перед магазинной никак не доказано. А как же пестициды, инсектициды, гербициды и фунгициды? В любой книге по токсикологии сказано, что все это активирует рак. Диву даешься. Итак, при раке нужно избегать сахара, включая пустые углеводы, хлеб, макароны, крупы. Их нужно избегать. Почему? Потому что это кормит рак. Далее, крестоцветные овощи. Конечно. Во всех своих видео я говорю вам, их есть. Крестоцветные, кейл, кочанная и брюссельская капуста, брокколи. Все эти продукты очень эффективно улучшают иммунную систему и укрепляют ее. Они помогают сдерживать рак. У Всемирной организации здравоохранения есть книга, надо бы сделать про нее видео, в которой описаны исследования по раку. Это потрясающе, если бы их еще кто использовал. Чеснок. Из всех продуктов, которые стоит есть, чеснок вверху списка, благодаря противораковым свойствам, и вам определенно стоит начать его есть. Много витамина D от солнца. Да, само собой. И животные продукты травяного откорма. Магазинные есть не стоит, в основном из-за корма, из-за того, что тех животных кормят ГМО-зерном. Особенно соей. Лучше не есть животных, которые ели сою, потому что это, по моему мнению, повышает риск рака. И последнее, о чем я скажу, не имеет отношения к еде. Я даже выпущу об этом отдельное видео. Вам нужно найти способ снизить свой уровень стресса. Я точно знаю, что стресс может активировать рак.
Если поговорить с раковыми больными, то узнаешь, что часто все начинается после стрессового события. Наш организм постоянно борется с раковыми клетками. Есть абсолютно нормальный процесс под названием апоптоз, программируемая клеточная гибель. Мы постоянно убиваем от 30 до 50 миллиардов клеток ежедневно. Это нормально. Так организм держит все под контролем. Рак же — это ситуация, когда этот процесс выходит из-под контроля. Такова его природа. Выполнение этих вещей определенно поможет профилактике и замедлению рака. И поделитесь своим мнением в комментариях. Огромное спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал и увидимся в следующем видео.